Привет всем! Сегодня мы посмотрим на интересный автомобиль из арктической серии 2025 года. Модель выглядит впечатляюще. Большое шестиколесное шасси, мощные колеса и современная кабина создают впечатление настоящего экспедиционного автомобиля. У набора много функций. Внутри есть лаборатория, жилая зона и обсерватория. В комплекте есть снегоход и арктическая пещера. Грузовик хорошо едет по разным поверхностям и ощущается надежным. И несмотря на сдержанный функциональный вид, его детализация и размеры просто поражают. Встречайте, это Lego 60471, арктический грузовик. Сразу на коробке мы видим главный элемент набора – мощный шестиколесный грузовик с телескопом на крыше и детальным интерьером, включая кабину водителя. Коробка большая и украшена яркими рисунками. На фоне видны заснеженные горы, передающие атмосферу Арктики, а рядом нарисованы хвойные деревья, которых на самом деле в Арктике не бывает. На коробке также показана минифигурка в натуральную величину, команда исследователей и 3 арктических волка. И в конце приятный бонус набора – арктическая пещера и снегоход, которые дополняют сцену экспедиции. В наборе 1064 детали, 10 промаркированных пакетов, 2 детали без упаковки и шины с тракторным протектором. В бумажном пакете находится 3 инструкции и маленький лист наклеек. На последних страницах большой инструкции представлены фото интересных наборов 2025 года и список всех деталей. Здорово, что Lego предлагает такой инструмент. В этом наборе он бирюзовый, но в другом наборе я нашел оранжевый. На этой странице инструкции показано, как пользоваться инструментом. Первый этап сборки начинается с минифигурки. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Смотрите видео полностью. Для меня это очень хороший стимул выпускать все больше и больше новых видео. Продолжаю собирать снегоход. Зубчатая рейка отлично имитирует гусеницы. Ветровое стекло классно вписывается в дизайн снегохода. Прикрепляю руль и нижнюю часть гусеницы. Сборка завершается креплением лыж спереди. Мини-фигурка по имени Iris Icicle занимает свое место на снегоходе. Переходим ко второму пакету. И здесь, как и в первом этапе, все начинается со сборки мини-фигурки. Именно она будет нашим проводником через весь процесс. Причем забавно, на первом этапе нами руководила совсем другая мини-фигурка. У исследователей, похоже, строгий график смен. Дальше без лишних сложностей собираем хвойное дерево. Конструкция легкая, буквально пару движений. Арктическая пещера покрыта снегом, а на вершине аккуратный снежный клубочек. Прямо за ним видна напечатанная плитка с картой. Тина Терентула фотографирует арктического волка, наблюдая за его семьей. На третьем этапе начинается сборка арктического грузовика. Встречаем черную деталь особой формы, которую можно смело назвать ядром шасси. У нее есть отверстие для креплений. Вокруг этой детали строится весь каркас грузовика. Это основа, к которой позже будут присоединяться другие элементы. Дальше собираем продольные балки, которые формируют раму шасси. С помощью этих деталей шасси постепенно обретает форму будущего грузовика. Также мы собираем узел крепления для шарнирного соединения с кабиной. Шарнир маленький, но очень важный. Это позволит позже поворачивать кабину, делая сборку более динамичной. И еще один интересный момент – сборка выдвижного элемента. В будущем на него будет установлен снегоход в транспортном положении. Сейчас он выглядит как небольшая платформа с направляющими, но позже станет очень функциональной частью грузовика. В итоге после пакета 3 у нас есть прочная база шасси, готовая к следующему этапу. Переходим к четвертому этапу сборки. Сначала добавим усилители и перекладины. Они делают каркас прочнее. Каждая деталь крепится к основанию из пакета номер 3. Шасси становится жестким и устойчивым. Теперь начинаем строить стены. Мы используем обычные оранжевые кирпичи. Появляется внутреннее пространство грузовика. Мы видим спальную зону. Она выглядит простой и аккуратной. Дальше приклеиваем наклейки. Наклейки всегда трудно клеить. Они требуют аккуратности и точности. Лучше делать это медленно и спокойно. Если наклейка встанет ровно, результат сразу радует глаз. А вот и кухня. Расставляем посуду и кухонные принадлежности. Есть обеденный стол, на столе лежит пицца.
Сборка кухни завершается установкой боковых окон. Также ставим стенки-перегородки. Они закрывают комнату и делают ее законченной. Это конец 4-го этапа. Шасси прочное, стены стоят, кухня и спальное место готовы. Переходим к 5-му пакету. Сборка начинается с минифигурки медика. Это новый член команды. Он помогает исследователям в трудных ситуациях. После минифигурки начинаем собирать туалетную комнату. Это маленькая, но важная зона внутри грузовика. Ставим держатель для бумаги и устанавливаем туалетный модуль. Он состоит из нескольких небольших деталей. В результате получился аккуратный и простой туалет. Теперь у минифигурок есть место, где можно помыть руки. Добавляем дверь. Дверь делает комнату закрытой и приватной. Она открывается легко и крепко держится. Входная дверь в жилой модуль имеет окно. Дверь устанавливается с боковой стороны. Это результат 5-го этапа сборки. Грузовик становится все более функциональным. Переходим к 6-му этапу. В этом наборе много оранжевых и темно-синих деталей. Некоторые из них представляют особую ценность. Сначала устанавливаем декоративные элементы с внешней стороны модуля. Они делают корпус грузовика более ярким и интересным. Теперь переходим к сборке крыльев задних колес. Мы используем темно-синие детали. Из них получаются аккуратные и прочные колесные крылья. Они подходят для заднего моста автомобиля. Дальше ставим усиливающие накладки. Благодаря им крылья становятся более крепкими. Теперь устанавливаем крылья на раму автомобиля. Все детали соединяются ровно и надежно. Посмотрите, как это выглядит. Задняя часть грузовика становится шире и мощнее. В конце ставим лестницу и лопату. Эти элементы завершают 6-й этап сборки. За счет них грузовик становится более функциональным и готовым к арктическим экспедициям. На этом 6-й пакет завершается. Мы добавили важные внешние элементы и оформили заднюю часть машины. Переходим к 7-му пакету. Сборка начинается с мини-фигурки капитана команды по имени Кэптон Нотилас. Дальше встречаем важную черную деталь с отверстиями. Это основание передней части шасси. Вся передняя рама грузовика построена вокруг него. Теперь устанавливаем поворотный шарнир. Он делает грузовик шарнирно сочлененным. Передняя часть рамы соединяется с задней при помощи простого соединения. Это соединение надежное. Оно позволяет поворачивать передок влево и вправо. Посмотрите, какой угол поворота можно получить. При этом осевое вращение отсутствует. Для удобства дальнейшей сборки я отсоединяю переднюю часть от задней. Так работать с кабиной и рамой будет проще. Это результат 7-го этапа. Выглядит хорошо. Передняя часть шасси и кабина готовы к следующим пакетам сборки. Начинаем 8-й пакет. Собираем минифигурку. У нее женская прическа, но я не знаю, как ее зовут. Теперь собираем основной блок передней части. Это установлена приборная панель, руль и лобовое стекло. В задней части стоит клавиатура и пустой ящик. В основе этого блока мощная опорная пластина. По бокам идет красивая отделка из гладких плиток. Вставляем блок на раму. Там уже стоят окна и оранжевая задняя стенка. Передняя часть теперь выглядит реально круто. Фары, решетка, все на месте. Переходим в лабораторию. Устанавливаем 2 монитора и кресло оператора. Этот пустой ящик пока остается загадкой. Оформляя проход между лабораторией и кабиной водителя. Добавляя дуги безопасности, чтобы конструкция стала жестче. На этом 8-й этап заканчивается. Результат выглядит аккуратно и уверенно. Мы собрали основу кабины и связали ее с лабораторным модулем. На 9-м этапе мы начинаем строить подвеску задней оси. Она состоит из простых деталей. Вот посмотрите, как все аккуратно и легко собирается шаг за шагом. Ось вращается свободно, но осевого перемещения нет. Все фиксируется надежно. Это соединительные детали. На них будут устанавливаться элементы подвески. Постепенно у нас формируется двухосная тележка. Каждая сторона работает независимо. Правая часть качается отдельно от левой. Это дает отличные возможности для преодоления препятствий. Ход подвески получается большой, но нам нужен ограничитель. Используем пластину как ограничитель, и все становится гораздо лучше. Теперь устанавливаю собранный задний мост на раму автомобиля.
Закрепляю его двумя штифтами для надежности. Взгляните еще раз с разных ракурсов, чтобы оценить работу подвески. Выглядит просто фантастически. Подвеска работает идеально. Такую конструкцию можно использовать в самых разных самоделках. Начинаем собирать переднюю подвеску. На раме есть квадратные точки крепления. Я устанавливаю на них шасси переднего моста. Закрепляю все двумя штифтами. Так надежнее. Подвеска свободно качается в сторону, амортизаторов нет, но есть ограничители хода. Оранжевые пластины выполняют роль этих ограничителей. Вот результат сборки передней и задней подвесок автомобиля. Передняя ось качается в поперечном направлении, тележка заднего моста качается в продольном направлении. Диски белые, они одинакового диаметра и ширины. Шины полые внутри с рисунком протектора внедорожный трактор. Шины отлично смотрятся на дисках. Я устанавливаю все 6 колес на оси автомобиля. Приятным бонусом является то, что на колесах есть колпаки. Задний мост автомобиля качается в продольном направлении. Такая конструкция сама по себе неустойчива. Передний мост качается в поперечном направлении. Эта конструкция также неустойчива. Но если соединить эти части шарниром, происходит важный эффект. Шарнир позволяет узлам поворачиваться относительно друг друга. Автомобиль получает хорошую устойчивость. Передняя и задняя подвеска стабилизируют друг друга. Запомните это свойство. Оно пригодится при сборке самоделок. Крыша жилого модуля состоит из больших прямоугольных пластин темно-синего цвета. На крыше установлено необходимое снаряжение для дальних арктических экспедиций. Отдельное пространство занимает контейнер для хранения продуктов. Это может быть холодильник. Но зачем нужен холодильник в Арктике? Крыша легко устанавливается на место. Большая прямоугольная пластина образует основание крыши кабины. Здесь расположена часть поворотного механизма. Это телескоп, собранный из белых деталей. Выглядит очень реалистично. Сопрягаемая часть поворотного механизма расположена на большой круглой пластине. Я устанавливаю телескоп на крышу, а крышу на кабину. Он вращается идеально. Это результат последнего этапа сборки. В этом наборе много запасных деталей. Инструменты и оборудование особенно интересны. Есть запасная колбаса и ценные белые части, однако полупрозрачных деталей не так много. Смотрите, снегоход. Он реально крутой. Символ экспедиции напечатан спереди. Фара сделана из полупрозрачных голубых деталей. Два сиденья вмещают две минифигурки. Сзади есть держатель для ледоруба. Если бы гусеницы двигались, и без того крутой снегоход стал бы зверем. В наборе есть пещера. Внутри просторная. Сюда можно поставить волчью семью. Белые участки сверху – это снег. Сосульки и снег на хвойных ветках очень атмосферно. Сферические детали – это снежки. На боках есть захваты. Соединяйте с другими наборами. В наборе LEGO 60471 нас встречает целая команда арктических исследователей. 5 минифигурок, каждая со своей ролью и характером. Кэптен Нотилас управляет огромным экспедиционным грузовиком, ведет команду по ледяной пустыне. Тина Терентула, фотограф, фиксирует все открытия и помогает с картой. Ученый проводит эксперименты прямо на месте, а медик следит, чтобы команда оставалась в безопасности. Айрис Айсайкл, механик, она всегда готова починить грузовик или оборудование. Все фигурки с крутыми аксессуарами, ледорубы, фотоаппараты, инструменты, они выглядят просто потрясающе и полностью готовы к арктическим приключениям. Перед нами арктический грузовик из набора LEGO 60471. Это большая и мощная машина для дальних экспедиций. Ярко-оранжевая расцветка сразу бросается в глаза. Шасси выглядит прочным и надежным. У грузовика 6 больших колес. Глубокий протектор идеально подходит для снега и льда. Кабина стоит высоко, как у настоящего вездехода. Спереди лобовое стекло с защитной рамой. Сзади кабины находится лабораторный модуль. На крыше установлен телескоп для наблюдений. Автомобиль оснащен выдвижной платформой для снегохода.
По корпусу много мелких деталей. Инструменты, антенны, фонари. На крыше есть прожекторы и оборудование. Они добавляют атмосферы и делают модель реалистичной. Давайте заглянем внутрь. Начнем с кабины водителя. Здесь все просто и функционально. В ней два сиденья, руль и панель управления. Кабина компактная, но удобная. Отсюда легко управлять всем транспортным средством. Далее мы переходим в лабораторию. Это рабочее место ученых. На столе клавиатура, на стене два компьютерных монитора и пустой ящик неизвестного назначения. Лабораторный модуль тесный, но очень функциональный. Здесь можно проводить полевые исследования. Теперь заглянем в жилой блок. Это место для отдыха и быта команды. Кресло и столик. Можно сытно перекусить или поработать в тепле. Есть и спальные места. Они идеально подходят для короткого сна. В модуле есть компактная кухня. Здесь можно разогреть еду или приготовить горячий напиток. Отдельно расположен маленький санузел. Там есть туалет и умывальник. Санузел закрывается дверью, что очень удобно. Жилой модуль превращает весь грузовик в настоящую мобильную базу. Здесь можно работать, отдыхать и жить, и не только в Арктике. Этот арктический грузовик легко справляется с бездорожьем. Большие колеса и глубокий протектор обеспечивают отличное сцепление с дорогой. Модель уверенно справляется с неровностями и легко преодолевает небольшие препятствия. Подвеска работает плавно. Радиус поворота не самый маленький, но это нормально для такого большого автомобиля. Он предназначен для открытой заснеженной местности, где много места для маневра. Основная функция модели – рулевое управление. Шарнирно сочлененная схема грузовика обеспечивает поворот кабины в разные стороны. Автомобиль имеет простую, но эффективную подвеску. Передний мост качается в поперечном направлении, задний мост качается в продольном направлении. Каждая сторона работает независимо, правая часть качается отдельно от левой. Ход подвески получается большой и очень комфортный. На крыше кабины есть вращающийся телескоп. Его можно настраивать под разные исследования. Сзади находится выдвижная платформа, на нее ставится снегоход. Модель прочная и хорошо держится в руках. Можно открывать панели, окна и двери. По сравнению с другими моделями, арктический грузовик выглядит превосходно. Если сравнивать арктический грузовик с Дигатроном, то мы видим, что у них одинаковые шины. Совершенно понятно, что эти обе модели будут великолепно смотреться на полке. У них разные масштабы, но это не уменьшает их привлекательности. Мы также можем сравнить их ходовые качества. Сразу становится понятно, какая подвеска лучше себя проявляет на бездорожье. Сравнивая с самосвалом, мы видим, что эти модели примерно одинакового масштаба. Они могут дополнять друг друга деталями. Самосвал вполне можно превратить в экспедиционный грузовик. У арктического грузовика есть несколько недостатков. Передние крылья легко отрываются при активной игре. Большой радиус поворота затрудняет маневрирование в ограниченном пространстве. Дизайнер забыл установить зеркала заднего вида. Даже мусоровоз 42167, несмотря на свои небольшие размеры, имел зеркала заднего вида. В итоге арктический грузовик LEGO 60471 – это целая экспедиция на колесах. Мощный внешне и продуманный внутри. Он сочетает транспорт, лабораторию и жилье в одной модели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Спасибо за просмотр, до новых встреч!